Этот бункер будут использовать абсолютно все. Соло-плееры в небольших командах, да даже в кланах. И неважно, новичок ты или уже на опыте, я покажу новую классику, которая будет в каждом твоем доме. Сейчас с бункерами в принципе все сложно, особенно если ты не любишь париться со строительством. Винтовые лестницы пофиксили, два высоких треугольника долбятся, бункер с крышей пофиксили. Вариантов-то не так уж и много на самом деле. Согласитесь, не каждый хочет отводить себе кучу фундаментов, чтобы сделать что-нибудь интересное. И после фикса винтовых лестниц мои подписчики мне стали кидать сотни вариаций, как можно реанимировать винтовые лестницы. Я посмотрел каждый вариант, выбрал один, доработал и представляю вам новую классику. Сначала я покажу вам этот бункер в кибитке 2 на 1. Далее из этой кибитки я построю очень хороший дом на 2 стенки с отстрелами и всякими приколами. Если тебе и этого будет мало, то помимо этого дома я построил еще один из все той же кибитки, но уже побольше и, само собой, посложнее. Удобные лутовые, внутренние бункеры, территории и просто красивый дом уже ждет тебя на бусте. За подписку ты получишь доступ ко всему, что я публиковал на бусте за 2 месяца. Да и просто поддержишь мой труд, ссылка на бусте в описании, спасибо. Вот наша дефолтная кибитка 2 на 1. Мы к ней приделываем всего лишь 2 треугольных фундамента, потом там делаем некие манипуляции, делаем выход на 2-й этаж и, можно сказать, все сделано. Внешне даже не отличишь, что в этом доме есть что-то интересное. И за этой самой синей дверью и располагается наш бункер. Казалось бы, он же вроде канул в небытие, его же пофиксили. Так-то оно так и есть, старым способом его уже не открыть. Видите, проем я добавил, а он как бы ничего и не открыл. Но тут у вас возникает вопрос, тот соломенный потолок же, он не просто так? Да, тот соломенный потолок нам действительно нужен, но если его сломать, бункер при этом не откроется. А весь прикол в том, что эта винтовая лестница коннектится сразу к 2 потолкам. И чтобы сломать эту винтовую лестницу, нужно ломать потолок именно с 2 сторон. Закрывается эта штука, просто возвращаем все на свои места. На мой взгляд, этот бункер лучшее, что можно сейчас сделать. Я не нашел в нем каких-то особых минусов, если не считать стоимость. А стоит этот бункер 25 МВК. Закрывать каждый раз при выходе из дома, конечно, дороговато будет, но один раз перед тем, как будете уходить спать, почему бы и нет. Сейчас наглядно показываю, что я сначала снес потолок в мейне, а винтовая лестница при этом осталась стоять. Потом сношу 2-й потолок, и он открывается. То есть последовательность сноса потолков вообще не играет роли. Сейчас я показал вам этот бункер в кибитке 2 на 1. И из этой же самой кибитки я построил очень сильный дом. До шкафа здесь 2 стенки, и он очень дешевый. Ход у нас через 2 двери, подъем через печку. Тут же сразу гантрапчик зачиливается. Далее открываем 2 двери, и мы попадаем сразу на 2-й этаж. Здесь также располагаются дополнительные гантрапы, куча ящиков, 2-й верстак, турели тоже по бокам всего этого дела. Также в этом доме есть первоначальный отстрел, я попозже покажу. А пока что в этом самом отстреле располагаются нелутаемые локеры. Всего у вас таких будет 2 штуки. Также у вас есть просто отличная возможность контролировать первые двери. Допустим, если вас кемпят или их вам просто снесли, я уже говорил про турели, а аккумулятор под них находится за магазинами. Так что лишить вас электричества в этом доме будет достаточно сложно. Также здесь есть еще 3-й этаж. Подъем осуществляется через 3 печки. И здесь такой простенький, полюбившийся всем отстрел через крыши. Достаточно просторный 3-й этаж, можно добавить дополнительные локеры, электричество, кровати, и при этом всем этаж от этого не станет неудобным. Вообще компоновка всего дома в целом мне очень нравится. Ну а то, что здесь еще и бункер есть, так это вообще шик. Так как этот дом построен полностью из той кибитки 2 на 1, здесь вообще все без изменений. Только маленькие мелочи изменил. Типа печки электрические добавил, ящиков побольше воткнул. По вместимости для ящиков все аналогично, даже несмотря на то, что мы не используем полку. Ну и чтобы сломать МВКшную винтовую лестницу, нужно сломать потолок с 2 сторон. Потом, когда уже винтовая лестница сломается, один потолок возвращаете обратно и используете его в качестве подъема. А если вы захотите закрыть бункер, то потолок можно поставить сразу отсюда. Далее отсюда же через стену устанавливаем лестницу, улучшаем в МВК и все готово. По стоимости обслуживания этот дом вообще мечта. Его обслуживание можно на изи даже в соло потянуть. Что там, 2 каменных камня и 4 железных. Но самое лучшее в этом доме, я считаю, это его поэтапное строительство. Вы только посмотрите, какой отстрел у вас будет на 2-м этапе. Это мечта для начала вайпа. А потом еще мы каждое это окно заюзаем в будущем. Этот дом очень хороший, и сейчас я покажу, как его построить. Как всегда, я рекомендую сразу накинуть будущий план фундаментов дома. Я буду улучшать сразу в конечный вариант. Вы же можете делать сначала все из камня. То, что у меня улучшено в МВК, там основа 2 на 1 и наш бункер. Со стороны каменной части будет наш вход в дом. Поначалу ничего сложного, просто застраиваем 2 на 1 основу с эйрлоком. Но на самом деле сложность есть, и она в деталях, потому что шкаф вы должны поставить именно в тот угол, куда поставлю я. Если вы сделаете по-другому, то потом вам придется его ломать и ставить уже куда нужно. Моя расстановка, которую я вам показываю, самая максимально подходящая для этого дома. Лучше, я считаю, вы просто не сможете сделать
сделать. Ну и последовательность расстановки больших ящиков тоже лучше возьмите у меня, потому что в другой последовательности повторить такое будет весьма сложно. Ну и по итогу, когда вы все построили, у вас все должно выглядеть как-то так. 4 больших ящика, 3 печки, верстак, место для спальников есть. Далее, когда поднакопите ресов, нам нужно сделать выход на второй этаж. Здесь, ребята, смотрите внимательно, потому что мы сразу сделаем заготовку под наш будущий бункер. Это вон тот потолок, который я вынес за пределы дома и улучшил в металл. Сначала с помощью того потолка мы будем подниматься на дом, а потом он будет нужен для того, чтобы поставить полку для бункера. Если вы все сделали как у меня, то можно сказать, бункер вы уже сделали. Давайте сразу проверим, как он работает. Мы идем в main, добавляем сюда треугольник. Да, лампочки мне помешали, поэтому от них пришлось избавиться. Далее через стенку мы устанавливаем винтовую лестницу и улучшаем. Как видите, все работает как надо. Снаружи никак не пройти, никак его не взорвать, а вы потом просто встаете на спальнике, ломаете оба потолка, и он у вас ломается, и вы спокойно можете заходить и выходить из вашего мейна. Ну а чтобы делать это было удобнее, можно сразу сюда поставить полку. Подниматься на дом мы будем с помощью того потолка, который мы улучшили вот с помощью этого, а также мы добавим еще один потолок в этом месте. И заход в дом у нас будет выглядеть примерно таким образом. Попрыгать придется, но недолго, ведь прямо сейчас мы начинаем застраивать второй этаж. Здесь главное не торопитесь и делайте так, как это делаю я. Обратите внимание, что здесь у нас уже появляется первоначальный отстрел, а также отстрел на первые двери. То есть я ставлю две полустенки, нижнюю полустенку ломаю и добавляю бортик. С другой стороны я делаю выход из дома через двойную дверь. Далее во все оконные проемы я устанавливаю решетки и закрываю все это дело потолками. Везде, кроме одного момента. Ведь здесь у нас потом будет выход на третий этаж. Подниматься в дом мы будем через соломенную крышу. Если вам будут ее часто ломать, то просто улучшите ее в дерево. Потом в будущем уже, если что, выжгите или выстучите. Ну и по итогу вот такой вот юзабельный у вас получается второй этаж. А в месте подъема на третий этаж мы просто ставим треугольный потолок и улучшаем его в дерево. Потом на этом месте будут стоять 3 печки для подъема. Снаружи ваш домик будет иметь такие очертания. Стенки добавим чуть позже. Согласитесь, у каждого растера должна быть индивидуальность, но без скинов это просто невозможно. Хорошо, что есть Rust for Real, который постоянно обновляется и совершенствуется. Переходи по ссылке в закрепленном комментарии и лутай халявный чест совершенно бесплатно. Надо только свою почту указать. Недавно вот бонусы за пополнение добавили, и за них можно парочку халявных чемоданчиков открыть. Ну а то, что тебе выпадет, можно сразу закинуть в апгрейд. Выбираешь нужную шмотку и смотришь за своей удачей. Но есть еще кое-что. Рейд базы. Собираем все части кода, вводим правильный пас на замке и лутаем последний чест с крутыми скинчиками совершенно бесплатно. Если же тебе нужно максимально все выгодно, то обязательно используй мой честный промокод GOOD для бонуса, который даст тебе плюс 15% к пополнению. И не забывай зайти во вкладку с бонусами, где можно получить много всякого интересного. Если же тебе не повезло, вводи мое слово еще раз и пробуй по новой. И не забывайте смотреть на лайв-ленту, ведь именно там можно увидеть, с каких именно чемоданов ребята больше всего окупаются. Обновляется эта штука в режиме реального времени. Все ссылки будут в закрепленном комментарии. Удачи! Спасибо большое за просмотр интеграции. Продолжим. Сейчас везде мы добавляем дополнительные стенки до нашего бункера. Делать это я бы рекомендовал именно на этом этапе, потому что уже сейчас хочется зарейдить такой сладкий домик. Далее смотрите внимательно. Со стороны нашего входа в дом под окнами мы устанавливаем полки. Далее на эти полки кидаем локеры, после чего закрываем локеры стенками, и все готово. Если что, локеры можно поставить и потом, когда они у вас появятся. Главное, про полку не забудьте. Потом полку, если что, тоже можно будет поставить, но сделать это будет уже куда сложнее. Здесь тоже желательно делать и так, как это делаю я, потому что в будущем вот эта полка посередине стены нам очень понадобится. Именно от этой полки в будущем мы сделаем наши локеры нелутаемыми. Далее нужно сделать небольшое обустройство нашего второго этажа. Для начала делаем заготовки под наши будущие турели. Далее я бы рекомендовал уже закончить с буферками в этом доме и сделать их в задней части дома. Здесь у нас две простые буферки, как бы ничего сложного, а вот одна из них, где находится оконный проем, будет использоваться для нашего аккумулятора. Аккумулятор как бы сразу не нужен, но я сразу его поставлю, ведь у меня все есть. Просто знайте, что он будет стоять в этом месте и он должен быть закрыт окном. Далее я решил сразу показать вам обустройство всего второго этажа. То есть здесь 3 сундука, здесь 3 печки, кровати в этом месте тоже не стоит забывать. Как только турели у вас появятся, ставьте их на эти полки. Далее мое самое любимое, это второй верстак и кучу ящиков, которые здесь есть. Я, например, очень люблю, когда есть куда скидываться
нравится. И в этом доме я постарался сделать именно так, чтобы мне прям все нравилось. Далее смотрите, перед тем как устанавливать магазины в это место, сначала вам нужно поставить локер, если вы хотите, чтобы он у вас там стоял. Также около этого оконного проема с аккумулятором не ставьте проемы для двойных дверей, пока не поставите магазины, потому что потом эти проемы будут вам очень мешать в постановке. Ну и как видите, я избавляюсь от некоторых вещей, чтобы поставить магазины, потом эти вещи просто можно обратно вернуть. Эти магазины это, наверное, самое сложное, что есть в этом доме, но я бы на вашем месте потренировался на креативе, как это делается, потому что в таком случае ваши турели будут жить до тех пор, пока жив аккумулятор, ну или пока турели вам не сломают. По итогу, если здесь добавить минимальный свет, здесь все выглядит очень красиво. Ну а вы на этом этапе, я уверен, уже поднакопили ресов, и давайте уже построим сам отстрел. Для этого в эти места мы добавляем полустенки и накрываем их потолком. Также между ними добавляем еще полустенки, тоже с двух сторон. И потом заключительным этапом между всего этого дела устанавливаем маленькие бортики. Далее в эти места мы устанавливаем треугольные фреймы для люков. Здесь в некоторых местах у вас может не хватить стабильности, поэтому мой вам личный совет. Сначала весь этот отстрел накидайте из соломы, и потом, когда у вас уже все встанет, то улучшайте в камень, ну или в металл, без разницы. Ну в общем, я думаю, вы поняли, сначала солома, потом только улучшаем. Ну и по итогу такой вот этаж у вас получается, можно костров добавить, чтобы стрелять было удобнее, а далее все на ваше усмотрение. Я бы здесь разместил что-то такое, типа 2 ящика для мусора, изучалку бы поставил, ремонтный верстак, ну в общем, что-то такое, что не жалко. Мало ли, гомункулы какие вас будут закидывать гранатами. Также смотрите, помните, я вам говорил, что локер можно поставить и потом? Сейчас я наглядно вам это покажу, как будто бы у меня его там не было. Спускаемся вниз, устанавливаем локер, ставим лестницу и выбираемся отсюда. В принципе, ничего сложного, но пока что этот локер можно залутать, если его сломать. Именно поэтому мы ставили там потолок посередине стены, чтобы сделать вот так. И теперь, когда вы улучшите этот потолок в металл, локер у вас становится нелутаемым. Главное, замок на него не забудьте накинуть. Еще один важный момент. Если вы закрываете ваш бункер и он у вас горит красным, значит ему что-то мешает. Потыкайте что-то, снимите ящики, например, я здесь поставил. Поймите, что ему мешает, и просто переставьте этот элемент в доме. Не забывайте, что на бусте вас ждет еще один дом из этой кибитки. Хорошего окончания лета вам, и услышимся в сентябре.